Команда американских медиков из Колумбийского университета, Нью-Йорк, пришла к выводу, что чувство гнева действительно может представлять для человека смертельную угрозу, поскольку радикальным образом нарушает работу кровеносных сосудов и повышает риск сердечных заболеваний. В частности, вспышки гнева повышают вероятность инфаркта и инсульта, причем даже у абсолютно не склонных к ним людей. Таким образом, наука нашла вполне рациональное обоснование запрету на гнев в мировых религиях. В ходе исследования ученые провели серию экспериментов с участием 280 добровольцев, жителей Нью-Йорка. Возраст самого пожилого участника составил 74 года, средний возраст участников — 26 лет. Все они прошли предварительный отбор, включающий обследование, которое не выявило у них никаких сердечных заболеваний или же наличие существенных причин для их возникновения. Дальше специалисты решили выяснить, каким образом гнев способен влиять на людей, ведущих здоровый образ жизни. Согласно их данным, даже короткие вспышки ярости оказались далеко не такими безобидными. Вы раздражены, потому что встали не с той ноги, застряли в автомобильной пробке, вам нахамили на улице. К вам придирается начальник на работе. Во всех этих случаях, испытывая даже краткосрочный гнев, вы наносите вред своему здоровью. По словам одного из авторов исследования, профессора медицины Колумбийского университета доктора Даичи Симба, состояние гнева однозначно вызывает дисфункцию кровеносных сосудов, и механизм этого явления ученым до конца непонятен. Итак, желая проследить, как именно гнев влияет на организм испытуемых, их попросили на полчаса расслабиться, ни с кем не говорить, не использовать смартфон, то есть не проявлять когнитивную и физическую активность. Вначале всем измеряли давление в случайном порядке, а потом предложили выполнение ряда 8-минутных заданий. Например, вспомнить ситуацию, которая в прошлом вызвала тревогу или гнев. Некоторым были предложены для прочтения депрессивные тексты, вызывающие грусть. Одно из заданий было эмоционально нейтральным. Его выполнение предполагало обычный счет до 100. Через определенные временные интервалы в ходе выполнения этих заданий у испытуемых брали образцы крови, измеряли давление и реакцию сосудов. Ученые выяснили, что в течение первых 40 минут пережитый в процессе воспоминаний гнев отрицательно влиял на эластичность сосудов. В их расширении начинал происходить сбой. Именно в эти 40 минут гневающийся человек был максимально подвержен риску сердечного приступа или инсульта. По истечении этого времени опасность шла на убыль. Показательно, что другие эмоции не оказывали столь разрушительного действия на сердечно-сосудистую систему. Ни тревога, ни печаль, ни тем более эмоционально нейтральное состояние подобных потрясений в организме не вызывали. Доктор Симба указывает на то, что отрицательное влияние гнева на здоровье сосудов не ограничивается проблемами с расширением или сужением. Исследование выявило у гневающихся людей повреждения на клеточном уровне, а также снижение способности организма к восстановлению. Кроме того, доктор Симба подчеркивает, что существует кумулятивный эффект от каждого нового приступа ярости, который усиливает последствия от предыдущего. Чем чаще вы гневаетесь, тем больше вам стоит беспокоиться о серьезном ущербе. Неблагоприятное воздействие на кровеносные сосуды может стать хроническим. Комментируя результаты экспериментов своих коллег, доктор Глен Левин, профессор из медицинского колледжа Бейлора, Хьюстон, отметил, что это исследование прекрасно дополняет данные о том, как психическое благополучие может влиять на сердечно-сосудистую систему. В последнее время таких данных становится все больше. Они свидетельствуют о том, что именно сильные, чрезмерные эмоции оказывают крайне негативное воздействие на организм. Так, сильная печаль способна запустить механизм кардиомиопатии Такацуба. Синдром Такацуба или синдром разбитого сердца впервые был описан японскими медиками еще в 1990 году. В переводе с японского слова «такацуба» означает «горшок для ловли осьминогов». Именно его напомнила японским врачам форма, которую из-за расширения и слабой сократимости
принимает сердце при этом заболевании. Симптомы такоцуба, вызванного эмоциональным стрессом, похожи на острый инфаркт миокарда и могут повлечь за собой гибель человека. Однако убить человека способна не только сильная негативная, но и позитивная эмоция, например, чрезмерная радость. К такому выводу пришло Европейское общество кардиологов, проведя полное систематическое описание случаев синдрома разбитого сердца. Проанализировав их, исследователи пришли к неожиданному заключению: счастье, как и печаль, тоже может разбивать сердца. Так был обнаружен и описан еще один синдром – синдром счастливого сердца. Ученые предостерегают нас от любого чрезмерного проявления эмоций, потому что провоцирующие стресс занятия, такие как просмотр футбольного матча, далеко не безобидны. У не в меру эмоционального болельщика они вполне могут завершиться аритмией или сердечным приступом. Как же избавиться от негативного воздействия гнева? Для начала нужно признать проблему, а не отрицать ее. Это первый шаг к тому, чтобы вы начали контролировать гнев, а не гнев контролировал вас. Научиться управлять гневом значит минимизировать его вред, не позволяя ему накапливаться, застаиваться в вас. Доктор Симба уверен, что исследования о влиянии гнева на организм, проведенные его командой, станут дополнительным стимулом для людей, которые постоянно злятся, обратиться к поведенческой терапии. Неблагоприятному воздействию ярости на кровеносные сосуды можно эффективно противостоять с помощью физических упражнений или лекарств. Но давайте не будем забывать и о том, что в христианстве, буддизме и исламе накоплен тысячелетний опыт борьбы с гневом. Он свидетельствует о том, что, заботясь о благополучии вашей эмоциональной и нравственной жизни, вы тем самым бережете здоровье и продлеваете свою жизнь физически. Существуют популярные психологические концепции, которые доказывают, что лучше выплескивать негативные эмоции, а не держать их в себе. Например, если вы чувствуете гнев, лучше проявить его, чем позволить ему разрушить вас изнутри. Но и наука, и религия свидетельствуют о другом. Неважно, проявляете вы свой гнев или нет, он в любом случае вам вредит. Единственный выход — научиться не гневаться вообще. Для чего, собственно говоря, и разработаны различного рода духовно-религиозные практики. Шиитская энциклопедия хадисов Бихар аль-Анвар приводит слова пророка Мухаммеда. «Гнев — это горящий уголек, брошенный со стороны шайтана». На самом деле, даже в мировых религиях запрет на гнев имеет под собою вполне физиологические обоснования. Так преподобный Ефрем Сирин указывает на то, что гневливый утрачивает мир и здоровье, потому что тело у него непрестанно истаивает, и душа скорбит, и плоть изнемогает. Этому представлению соответствуют и слова Будды Гаутамы. «Ты будешь наказан не за свой гнев, ты будешь наказан своим гневом». Таким образом, речь идет не только о душе и посмертной участи. Гневающийся человек наносит вред своему телу здесь и сейчас, непосредственно в момент проявления гнева. Запрет на гнев во всех мировых религиях тесно связан с заботой о здоровье и долголетии. И в этом современная наука оказывается с ними солидарна. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.